Всем привет! Добро пожаловать на канал Navi CSGO. Это наш новый влог, и сегодня у нас важный день. Прямо сейчас мы находимся в корзине 2-0, и это значит, что сегодня у нас будет шанс выйти на мейджор со счетом 3-0 по итогам Best of 3 против команды FaZe. Такая возможность есть. Я думаю, что ребята сделают все возможное, чтобы это произошло, однако, вы сами понимаете, соперник еще тот. Я посмотрела, сколько раз мы с ними встречались за последнюю вечность, примерно 1 000 000, 19-12. Сейчас у нас счет по картам в нашу пользу, поэтому это хорошая новость, я считаю. Ребята в прекрасном настроении, я знаю, что я говорю так каждый раз, но у нас действительно все неплохо. Вообще, в принципе, РМР проходит интересно. Команда Bait сегодня тоже будет играть за выход уже на мейджор в качестве легенд против команды Fnatic. В общем, клево. Ждем с нетерпением старта матча, тем более Best of 3. Это уже серьезно, ребята, потому что вот эти вот Best of 1 замучали, рулетка и все такое. Поэтому да, погнали, посмотрим, как ребята готовятся к игре. Ай, Ты не тыкнул в глаз. я ему не тыкнул. Ты капнул? Тыкнул в глаз. Какой тыкнул? Если вы не знали, у нас есть Discord канал, Discord комьюнити, в который вы можете вступить. Мы оставим вам ссылочку ниже под этим видео. Заходите обязательно, у нас там впереди много интересного, и кое-что интересное происходит уже прямо сейчас. Мы недавно попросили вас задавать там вопросы для наших ребят, и прямо сейчас я вот просто открываю наш Discord. Тут есть специальная тема AMA Session CS Questions, и я прямо вот буду... Я даже не просматривала их слишком сильно, не делала скрины, я просто вот так буду смотреть, листать и задавать их ребятам. Погнали? Андрію, люди в Discord-каналі нас питають, точніше вас питають, про різні речі. Ти відповіш їм на деякі з них? Так, я постараюсь. So, it's in English, okay? What is their favorite skin and why is it P250 Sand Dune? What is your favorite skin? На англійській. Можеш українською, якщо My ти... favorite skin is M9 Doppler and Subprime. Нет смысла, он не открывает. Чи хочеш ти переходити у CS2? Звичайно, це нова гра. Багато цього нового. Цікаво. Тобі сподобалась бета? Ну, непонятно, тому що поки що одна карта. Мені дві, Треба Сань. більш якісь складніші карти, щоб розуміти. What do we have to expect from Intel EM Rio 2023? Твої очікування на Ріо, на турнір в Ріо? I don't know, we expect, of course we expect to win the tournament, but we have to practice a lot by the way still. So we'll try our best. Добре питання для українських гравців. Як воно жити рік без постійного місця для життя? Тяжко чи воно тяжко морально? Ну, в мене і поки ще постійне місце для життя, я живу в Україні. Деколи приходиться жити в Польщі, коли маленькі перериви, але так все добре. В мене. What is their favorite hobby outside of CSGO? What is your favorite hobby outside the CSGO? I like to watch Formula 1, Oh, what is your favorite team? Mercedes and Hamilton. Хорош, якщо б мені можна було тобі давати 5, я б тобі дала. Як тобі Монти, чого їм не вистачає? Чи є щось, що їм не вистачає взагалі? Не вистачає, напевно, що досвіду на Тир-1, тому що вони грають тільки Тир-2 турніри проти Академії і Тир-2 команди, мені здається, поки що. Илья, люди в Discord-канале нам задают вопрос, вам задают вопрос. Я сейчас буду прям по порядку зачитывать каждый, ну не каждый, ну некоторые из них, окей? Окей. How should I practice to become better in CS? What schedule should I go for? Переводить тебе? Можешь на русском отвечать? Я понял, я так скажу на русском. Окей. Много играть просто. Находить свои ошибки, которые ты можешь пофиксить, смотря демки про игроков. А как выстроить расписание эффективно? Shadow, да? Schedule. Илья, Sorry. садись 2. Сейчас скажу. На самом деле, главное не сильно поздно ложиться спать, потому что это накапливается и по времени будет только хуже со временем. Поэтому старайся ложиться до 2 примерно. Ну, это мой распорядок дня. И
вставай раньше, делай все дела утром и потом играй, тренируйся. Что если в школу утром? Но это есть дела, ну типа, Вопрос к игрокам. Какая карта для вас хуже, Мираж или Вертига? хуже. Хуже. Сложно ответить. Ну, мы мало играем в Вертига, поэтому Вертига. Спрашивают про как поддерживать физическую форму и зрение, да, ну про форму мы уже говорили там, а вот зрение, есть ли у тебя проблемы и как расслаблять свои глаза после Ну, главное длительного? делать перерывы, то есть не играть там ну, как бы без перерывов там 5 каток подряд. Сыграл одну, отошел, развеялся, там, я не знаю, посидел, глаза как бы отвыкли от монитора и нормально. То есть минут 15 я бы делал перерывы. Я так и делаю, в принципе. Почему начали увлекаться компьютерными играми и какие ПК были в начале, как только начали играть в КС? Не знаю, мне братья показали, что такое вообще компьютер. Я играл там в разные игры. Когда я начинал играть в КС, у меня был 60 Гц, ну, и столько же FPS примерно. Было сложно, но как бы многие, мне кажется, такого начинали. Надо решить уже этот вопрос, макарошки или пюрешка? Пюре. Но пюрешка с котлеткой, котлеткой, естественно. макарошки с сыром. Тут вопрос для всех. How tall are you, including blade? Какой у тебя рост? Ну, я, по-моему, 1,82 м. 1,82 м. Андрей, Я вроді 1,78, там 89. 1,78-79. Окей. Какой у тебя рост? Не знаю. Но Примерно. я не самый низкий в Сашко. команде. Сашко, Андрей пониже меня чуть-чуть, значит, вот. Значит, у тебя где-то 1,80 м и больше. Ну, Да, где-то значит, у меня еще 1,81 м. Я думаю, 1,80 м. 80-81. меня больше. 1,70 м. Надо померяться всем, да. What are their pre-game rituals? Какой у тебя ритуал перед игрой? Ну, надо разыграться. Сделать, так сказать, Сашко. при-гейм-рутин. Сашко, можешь прийти? Нету молитв, медитаций, каких-то талисманов, ничего нет такого, да? Ну, все секреты я не буду раскрывать. Ну, правильно, это правильно. What do they usually eat during tournaments? Чем питаемся на турнирах? Ой, по-разному. Бывали диеты, и фастфуды, и чего только не было. В общем, турнир это такой большой промежуток уже, длинный. Поэтому Which event hosting city is favorite of the CS roster? Какой город тебе нравится больше всего для турнира? Копенгаген неплохой город. Нет. Кёльн мне нравится, правда. Нью-Йорк раньше был. Да. Такой турнир был. Надеемся, будет еще и в Нью-Йорке. Какая карта лучше, оверпас или нюк для вас? Ну, давай лично для меня будет точно вопрос. Она мне Overpass. больше нравится. И есть прям для тебя вопрос, его залайкали. Question for Electronic. How well do you think you are adjusting your playstyle to something less aggressive with the aim of adapting to the position of IGL after almost a year? Перевести? Ну да, наверное. Значит, насколько хорошо, ты думаешь, ты смог подстроить свой плейстайл к чему-то менее агрессивному и ориентированному на АИМ, чтобы стать капитаном и сфокусироваться на этом? Вот. Вопрос в том, насколько у тебя это получилось в этом году, на твой взгляд? Ну, я думаю, что мне еще предстоит в любом случае большой объем работы. Я не думаю, что я сильно менял плейстайл из-за этого, просто поменял некоторые позиции. А мне кажется, что я наоборот начал более агрессивно играть в некоторые моменты, поэтому Окей. больше стал ходить в коре, чтобы контролировать процесс. Такие вот мелочи поменялись. А так, потихонечку привыкаю. Какой у тебя рост? Я думаю, ну, 1,90 м точно. Ну да, нет, 1,90 точно есть. Ну, где-то так, я думаю, 1,90 м, 1,91 м уже. Не, я видел 2-метровых, там, Валера, по сравнению с ним вообще маленький. In a LAN match, if the crowd really loud, can you hear them? На лане, если сильно шумит толпа, ты их слышишь? Да, ну, слышно. Но в целом, У Ильи обычно микрофон настроен. да, у Ильи иногда залетает в микрофон. Ну, вообще, в целом, слышно, когда они кричат прям громко, что-то произошло. Тогда слышно. А так, когда просто играется раунд, то не особо слышно.
Ви поміняли стрільбу на таку, як у Валоранті, коли від бедра стріляєш, є фактор рандомності, а коли в приціл кулі летять, куди не ведений приціл? Я, если честно, никогда не играл в Valorant. И не могу ничего по этому поводу сказать, потому что сложно представить, как от бедра люди вообще стрелять будут в Counter-Strike. Так что я бы вообще не трогал эту функцию 100%. What other game would you play professionally if CS didn't exist? Во что бы играл, если бы CS не было? Борьба. Борьба. Римская. Это на самом деле сложный вопрос, во что бы я играл. Потому что Sims? сложно сказать, что бы я играл. Хогвартс Легаси. Ну, я, в принципе, в PUBG хорошо играл. Ты рассказывай. Ну что, хорошая игра. Я играл с ним. Денис говорит, плохо играет. Ладно, вот. Ну, слушай, Як біт тренує свій АІМ? по-разному бывает. Что? Вертига 3. Чего? Наконец-то. Мы его не третий. Мы только что узнали, что Вертига 3. Возможно, Саша... Инферно еще. Илья кричит, слава богу. Да. Последний наш Вертига был на шоу-матче с Фейзами. С Фейзами? 16-3. Вы проиграли? Ну там из того состава остался только футболист. В каком году это было? Давно. Шоу-матч, когда корона была. 20-й, да? Что они забанили? Последний раз играли в 2020 году, значит, ну я говорю. с Фейзами на Вертига, и мы проиграли. Так а что это, был риск или хитрый план? От кого? Нет, я знаю, что Когда это Андрей было. нам сказал. Ты знаешь, что это было? Конечно. Ничего Это- себе. мы просто уже столько, играем, и непонятно, кому вычеркивать первыми эту карту. И они такие, этот матч, по факту, еще есть шансы выйти туда-сюда. И они такие, давайте сыграем, что нам. И все. Так и сыграли. В принципе, ебал. Лол. Просто, я не знаю, в курсе вы или нет, но как бы у Нави и у Фейз 0 Вертига вообще за последние 3 месяца, а то и вообще в жизни. У меня есть одно Вертига за 3 месяца. Где? На фейсе 16-6 нам На с Санечком дали понять, что эта карта пока не стоит вроде. да? Ну вы, так сказать, Мартинес. у тебя точно было. Нет, с Мартинесом я не играл. Мартинес мне дал понять, что эту карту не стоит играть. Но сейчас потестим, что мне скажут другие люди. на эту карту. Можем 2-0. Так я вчера играл в это, знаешь, когда играешь с одним и тем же оппонентом постоянно, на каждом турнире, нужно уже добавлять в отношения некую изюминку, Да, какой-то... надо вводить карту нейтрал. Называется такие кэш, тускан, знаешь, на них все решается. Как раз решающее, все Да, честно. Если две команды банят одну карту, решается на карте, Вот. которой вообще нет в пуле. Так, и там протестируется коммуникация, значит, синергия. И вот это вот все. Карту с 1.6 надо. вот Трэш. Да? Дом, который большой. На стрельбу чисто. Это он? Мэншн называется? Процент. Да, я бы добавил. Ты знаешь карту такой Counter-Quake? Counter-Quake На карту, фейсе? карту знаешь с 1.6? нет? Не помню, в Где прошлом по месяце. центру стоит такой маленький домик, она супер маленькая, как АИМ. Наше ожидание окончено. Мы где-то часа 2,5 ждали нашу игру. И уже прямо сейчас ребята садятся на свои игровые места и будет начинаться игра против Фейс. Поэтому пожелайте нам удачи и желаю вам насладиться этой игрой. Фокус, сейчас будет матч, сейчас матч будет с Фейзами. Вот. Самое важное сказать, сейчас писик, надо прочитать, чтобы четко его сделали. Хорошо, это важно. Какие вопросы будут, сразу спросите, будем коммуницировать. Второе, главное, наверное, я хотел бы сказать, что мы не боялись, ни в коем случае, в любом счете, ни в коем случае не боялись делать какие-то вещи на карте, да, если они начнут вдруг перестреливать. Нам очень важно забыть всегда про счет, потому что когда они получают доминацию, это другая игра начинала. Давайте не будем давать им доминацию. Погнали. Не даем.
фокус надо сделаем, что если что-то идет не так, нам сейчас нужно важную вещь сделать. Постараться хладнокровно придумывать мысль, хорошо? Не нужно паниковать. Я имею в виду вот внутри себя. Придумывайте хладнокровно, что сделать дальше. Все, не только Денис. Давайте. Фокус. Кто мы? Мы что побеждать? Ну что, друзья, это мейджор, мы прошли со счетом 3-0, гладенько, красиво, на последний мейджор в истории CSGO. Нет слов, действительно. Против Фейс особенно такая важная победа. Нам мог бы попасться более слабый соперник, но он попался самый сильный в группе, с которым мы не раз проигрывали, но не в этот раз. И, кстати, прошу прощения, что не дошло до Вертига. Наверное, это был хитрый план Андрея, и он знал, что мы таки до него не дойдем. Но план был готов, кстати. Распечатан, все такое. Давайте посмотрим, о чем ребята говорят. Братан, я когда бегу в воде, я думаю, он точно в Зиге, где ему еще быть, я сколько там стрелялся. Он точно был там. Приятное что-то, конечно, будет. По-моему, это был Красавчик, расскажи нам, ты только что мне говорил про хайлайт, что мог бы быть лучшим хайлайтом года. Не взял. Что случилось? Мне кажется, жесткий был хайлайт. Это было, я не знаю сколько, но после 2 киллов я немножко неправильно сыграл. Но НТ, как говорится. Контент сделан, Да. Ну, против фейзов, как тебе они сегодня? Потому что, ну, какие-то, вроде бы, даже, можно сказать, легкие победы, в отличие Я от думал, на Инферно будет посложнее. Да. Но, как оказалось, на банане делали какую-то дичь. Ну, типа, на самом деле, у них всегда получалось с нами закусываться на банане, когда они за теров, мы за КТ. Тут они просто отдавали, и мы стакали и на А, и на, ну, типа, впятером на А даже бегали, ну, очень странная ситуация. Ну, блин, хотелось Вертига сыграть, если честно, третье. Да, тебе хотелось Ну реально? да, это- Андрію это очень же хотілось. Андрію, тобі дуже хотілось Вертіго зіграти, так? Дуже хотелось, да. Я біг там розніс. Каже, розніс би. Короче, матч хороший, мы на мажоре, всем пока. Андрію, ти би їх розніс на Вертіго. Ми прям бачили, як ти хочеш її зіграти, тому що навіть Джуніор виграли. Прицепі її. Кажу, було, ну, ти навіть Джуніор, звісно, грав в Вертіго і все у вас там вдавалось, але тут не дійшло. Ти хлопцям якісь поради давав перед стартом Best of 3 щодо Вертіго? Ми розбирали одну флешку Ага. з хвилин 10 десь, може десь 7. Коротше, да. Це можна все, що... Це що можна про нашу сказати. Вертіго. Ну, тобто, що ми можемо... Андрій казав, як так взагалі вийшло? Чому вирішили залишити, якраз не забанити якраз Вертіго і дати фейзам можливість його обрати? Не знаю, я особисто очікував Вертіго, тому що я розумів, що вони можуть його пікати, а після того, як ми не забоялися його не вичоркувати з ними на Мальті. От, тому я очікував, я ще сказав Андрієві за день до матчу якраз, про те, що вони можуть пікнути Вертіго, шанс маленький, але я думаю, що так і буде. Вони його пікнули, тому я був трошки здивований, все рівно через те, що це буде перший матч наш на Вертіго, ну зі мною маю на увазі. От, але Та ні, до нього тільки не дійшло. Слухай, ну ти став знов кращим гравцем по результатам цієї гри, по статистиці. В тебе 41 на 27, рейтинг 1.35. Я тебе вітаю. Це не вперше. Це вчора була така ж стата.
Так, ти на 3-му місці з рейтингом 1.34 після Сайфера та Боді. Я тебе вітаю, Андрію. Найважливіший турнір квітня, так точно, перед мажором. РМР, треба було відібратись, і ви це зробили. Ну, слушай, я тебе вітаю. Я б тебе обняла, але мені туди не можна. Вже не можна. Вже Вже не можна. Ні, не можна, Даню вигнали. Ой, Зараз. крейзі. Добре. Отлично. Перший мажор. Париж. Сільвупле. Ходімо, знайдемо ще когось, може побалакаємо і заберемо наші речі. Я стою рядом с легендой просто всего. Перестань. И Пэрис Мейджора. Да, я поздравляю тебя, вы получили слот, причем 3-0, красиво, классно. Давай поговорим немножко об игре уже, что уж, она была классная, она была не такая тяжелая, как мы ожидали, верно, и слава богу, без вертика. Ну, кто знает. Кто знает, что бы было там. Расскажи мне про лаги, потому что мы видели в чате переписку Симпа от Весца, что были некие лаги. Можешь чуть посвятить нас, что там было? Ну, там пару раундов было то, что пролагивал сервер, ну, на секунду. Угу. Ну и, в принципе, это закончилось сразу. То, что первый раз я вижу такое на лане. Нет, не первый раз. Мы один раз с Heroic играли, там вообще весь сервер полностью. Второй раз такое. Доволен формой команды на РМРе, сравнивая, допустим, с EPL? Ну, могу сказать так, то, что на EPL мы были в неплохой форме. И сейчас мы продолжаем набирать форму. И мне понравилось, как мы сегодня играли. Вы сделали организации Na'Vi просто бесценный подарок, потому что теперь мы стали единственной организацией в мире, которая играла на всех мейджорах, потому что следующий мейджор — это последний в CSGO, и мы не пропустили ни одного. Отлично. Sasha говорил в интервью, что для него это важно, а для тебя? Ну, конечно, я очень рад за организацию в целом, потому что, ну, выступая за такую именитую организацию, хочется, ну, поддерживать, так скажем, статус организации. У вас это получается с огромным успехом. Ну и последний мейджор по CSGO. Тебя трогает эта мысль? И он еще в Париже. Еще и в Париже, в таком месте романтичном, знаешь, Да. лирическом. Как тебе? Ну, очень классно. Еще я видел то, что там кубок будет фиолетовый. Я в Твиттере видел какое-то обсуждение, они там спрашивали, каким цветом его сделать. Там был фиолетовый и золотой. Я так подумал, какой золотой вообще? Золотой, ну, Фиолетовый — это просто, ну, другой уровень, показатель мажора, все дела. согласна. Золотых кубков много, фиолетовых было не припомню, поэтому хотелось бы, конечно, увидеть его. Класс. Спасибо тебе большое, Валера. Классный вышел турнир. Я вижу, что ребята уже собираются. Поэтому мы поехали в отель отдыхать. Совсем скоро стартует Рио, да, турнир в Рио. Поэтому я надеюсь, вы, друзья, поддержите ребят. Влогов оттуда не будет, но мы вернемся уже с мейджором. Спасибо, что посмотрели этот влог, да, Валера? Что нужно сделать зрителям? Конечно же, поставить лайк, подписаться на канал, если кто не подписан. Еще хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, кто нас поддерживает. Очень сильно ценим это. Спасибо. Маме, папе, привет. Спасибо вам, мама с папой, бабушка, дедушка, все, вообще вся моя семья. Спасибо, кто меня поддерживает вообще в целом. Да. Благодарен всем. Так мило, это так мило. Все, на этой прекрасной ноте прощаемся. Друзья, Всем пока. пока.